Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, случайно заглянул на канал Таро Эспиратьоне. Таро расклад. Выход из сложной ситуации, выход из сложного положения. Понятно, ситуации, положения, обстоятельства, да их миллион, пожалуй, и у каждого они свои. Давайте попробуем рассмотреть. У нас будет сегодня 3 варианта. Вы сможете определиться, я буду делать своеобразную сигнификацию на одной колоде. И на второй колоде мы будем раскрывать, как карты видят, какой может быть выход из создавшегося положения, или какие варианты, или, может быть, и стоит оставить это дело, или подождать. Тут, наверное, 1000 каких-то будет, может быть, подсказок. Мы их рассмотрим. И я должна сказать, что я делаю это видео совершенно случайно. Я не нахожусь сейчас дома. Я в новой для меня обстановке. Я пробуду достаточно короткое время здесь. И у меня тоже, я ищу выход, мои дорогие. И 2 колоды карт у меня с собой, поэтому я решила сделать себе расклад. И подумала, почему бы мне не попробовать выложить это на своем канале. И, быть может, мы никогда не знаем, откуда приходит подсказка. Но когда в новой обстановке, это я чисто для себя заметила, хотя, возможно, те, кто тоже пользуются картами Таро, любители Таро, ведь Таро это как наши друзья. Мы немножко отключаемся, когда делаем расклады. Мы концентрируемся, направляем нашу мысль не в сторону какого-то устоявшегося шаблона, а мы именно выход ищем. И я так надеюсь, вот эта новая обстановка, она даст подсказки, своеобразный настрой определит, как и для меня, и может быть, этот настрой передастся, мои дорогие, вам. Давайте вместе поразмышляем. Итак, 3 варианта. У меня только 2 колоды и стол, тот, который есть. На колоде золоченого Таро мы будем раскрывать этот вопрос. А на первой колоде Таро иллюминатов мы посмотрим, в принципе, 3 варианта и что это может означать. Подумайте. Либо цифру загадайте, либо глядя на карту. Вот какая у вас сейчас ситуация? Что вам сейчас может быть до боли или до зубного скрежета нужно решить? Или какие-то обстоятельства, как действовать? А действовать ли вообще? Пусть нам карты опишут, как они видят. И дадут подсказки. Первая карта, первый вопрос, второй. И можно задать, наверное, и так, как будет, может быть, развиваться ситуация. То есть смотрите варианты. Вы можете одну карту загадать, вы можете, допустим, загадать какой-то период, как развитие того или иного события. Ну, или 3, может быть, проблемы, 3 вопроса. Тут у каждого по-своему. Если недостаточно времени, ставьте на паузу, выбирайте. А я начинаю. Итак, первый вариант. Что за ситуация, каков выход? Здесь вот 5, всегда недостаток, особенно 5 пентаклей. 2 нищих, людей, которые явно... И как недостаток, кстати, денег, будем говорить, финансов, потому что они плохо одеты. Так, по этой карте и недостаток взаимопонимания. Посмотрите, каждый сам по себе. И поэтому они изображены в разных совершенно одеждах. Они идут вдвоем. Но кто знает, если одному бы выпала какая-то, как фортуна или возможность, решить, как-то быстрее, именно лично для себя. Не факт, что он бы поделился со своим спутником. Поэтому где-то карта говорит, что ты должен решать какой-то вопрос именно сам, где-то не надеясь на его величество случай. Или вы стоите сейчас перед каким-то выбором, когда вам нужно устранить, по сути дела, самому 2 проблемы.
решить какой-то. Мы можем, кстати, вот это иносказательное два направления, которые мы должны решить по этой карте, тоже где-то олицетворяет вот этих двух персонажей. Это недопонимание какое-то, и это буквально недостаток финансов. Может быть, выйти из какого-то сложного финансового положения для вас предстоит. Давайте мы раскроем, из-за чего создалась эта ситуация, или как карты, в принципе, видят ваше положение. Вот именно что вы в этой ситуации чувствуете, чем она для вас проигрывается, или, может быть, что-то вы уже предприняли, как-то она будет дальше развиваться, или это тупик. Вот давайте хотя бы с этого и начнем. Правда, какой-то тупик. Вот прям как сняла с языка сама себе. Карта башня. С одной стороны, это тот тупик, и на вас влияют обстоятельства извне. Вот кто загадал первый вариант? Ну вот хоть и доску расшибись. А вот как вы действовали прежде, ничего не пойдет, не получится. С одной стороны, как я уже сказала, помогает пространство, потому что башня про образ тюрьмы всегда. То есть есть сдерживающие факторы или обстоятельства, которые мы как-то не переломим. Хоть ты извернись наизнанку, не получится. Но одновременно именно перемены сейчас, какой-то механизм словно запущен. И мы это тоже отменить не можем. Поэтому башня, как тюрьма, рушится, убирая какие-то препоны, меняя законы, меняя обстоятельства. Но нам в этом дискомфортно. Нет уверенности, потому что, может быть, мы и находились какое-то время в этой башне, и нам она казалась абсолютной цитаделью, вроде как крепость. Мы могли, потому что подержаться за стены, а теперь и стен нет. За что держаться, на что опереться, где найти буквально у кого-то прибежище или как решить финансовый вопрос. Потому что что-то остается позади или осталось позади. И теперь нам нужно адаптироваться совершенно новым условиям. Карта нам говорит, с одной стороны, я всегда говорю об этом значении, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Переложите немного эту ситуацию на себя. И если вы, допустим, сейчас находитесь или загадали по первому варианту тот вопрос, когда вы просто обдумываете, сложная ситуация в том, что вы стоите на выборе, то выбор тут очевиден. Вы не можете словно оставаться в том месте, где вы находитесь. Или для вас нужно искать все равно какой-то новый вариант. Вы уже прошли определенный путь по событиям, может быть, или по тем обстоятельствам, которые развивались до этого времени. И теперь вам нужно что-то продолжить. Вам нужно выйти из этой истории, которая может быть для кого-то даже так, ведь иногда эта карта обозначает и опасность тоже. Поэтому вам просто следует что-то оставить позади. И это не обязательно может быть как человек, например. Нет, тут именно какие-то ваши действия предусмотрены. Если человек, к примеру, у вас была ссора, человек для вас важен, то тогда примирение или взаимопонимание, мы сказали, недостаток взаимопонимания денег, значит, найти больше какие-то точки соприкосновения, я имею в виду какие-то контакты, важные разговоры. У кого-то может проиграться, вы в другой стране, менталитет другой, язык другой, и сложно адаптироваться, и сложно быть правильно понятым. И тем не менее вам придется как-то это перешагнуть. Я не могу сказать, что вы можете как будто повернуть назад или вернуться куда-то назад. Тут что-то будет развиваться само по себе и несет словно вас по судьбе какая-то невидимая сила. Вам, опять же, приходится учитывать какие-то условия. Но если мы говорим финансы, тогда максимальное, предельное какое-то внимание к вашим финансовым делам. Наверное, основная точка отсчета, где вы находитесь сейчас. Или то, чем вы располагаете. Давайте я еще достану карты. Старший аркан, его можно всегда комментировать долго. А нам здесь показывают про любовь вот так. Как и может быть и финансовая какая-то сложность, так и может быть недопонимание между двух людей. Причем, посмотрите,
Есть у меня такая колода, кто смотрит часто мои расклады, Таро поддержки ангелов. Там буквально ангел берет и за руку выводит человека из этой башни, как будто сопровождает, поддерживает, которая будет через некоторое время разрушена от молнии. Поэтому двигаться, по крайней мере, я вижу, вам нужно в сторону каких-то отношений. Может быть, для кого-то из вас это вы видите сейчас так, мои дорогие, что вы запрограммировали, например, или были какие-то договоренности по части вашей личной жизни, но вмешиваются обстоятельства, и вы что-то не можете сделать сейчас. Вы не можете пройти по тому фарватеру, который для вас был определен прежде. Но карта выпадает, двойка кубков, вы должны сохранять какую-то историю любви, историю взаимоотношений. Может быть, это просто партнерские какие-то отношения. Меня могли загадать, к примеру, и по части финансов. Значит, это будет какой-то человек, который вам готов помочь. Причем у нас в правом верхнем углу кадуцей изображен. И это как божественное благословление. Какие-то есть у вас отношения, есть контакты, на которые вы можете опереться одним словом. Какая бы башня ни была. Пусть нам раскроют еще. Я не вижу, что здесь какое-то прекращение. Нет, мои дорогие, кто по первому варианту, вам может быть сейчас больно, страшно, холодно, тяжело. Вы не видите никакого выхода. И я сказала, обстоятельства действуют. Могли быть, кстати, и законы, мои дорогие, которые, какой-то регламент вам препятствует осуществить желаемое. У кого-то вы не можете съехаться со своей семьей, со своим близким человеком. Но посмотрите, две какие достаточно мрачные карты. Или сложные назовем. Здесь про недостаток, а карта башни о том, что прежний порядок рушится, нам приходится где-то приспосабливаться, организовывать свою жизнь по-новому. Но дальше идет карта любви, карта верности, карта искренности и прекрасный старший аркан Колесница. Вы, правда, куда-то можете поехать, переехать, переместиться. И карта говорит о том, что ты не оглядывайся назад. Прощайся быстрее с прошлым, тебе будет легче. Может быть, сама по себе поездка, путешествие для вас – вы не планировали. А если планировали, то какие-то другие сроки. И все вместе, вот это навалившееся для вас может быть тяжело и непонятно. Кто-то по первому варианту попросту боится, мои дорогие. Может быть страшно. А нам говорят все карты, иди вперед. Вот именно не оглядывайся назад. Или, как знаете, переход над пропастью. Тогда не смотри вниз, смотри все время вперед. И аркан Колесница – это где-то тот успех, который вас ожидает на другом берегу. Это тот успех, который ожидает в будущем. Но он не придет к вам просто так. Вам нужно будет умело пройти по этому пути, не торопясь, не настаивая где-то на своем, принять внешние условия, может быть, какую-то игру обстоятельств, мои дорогие, быть готовым к неожиданностям, но у вас как будто все получится. Давайте мы, тем не менее, по первому варианту раскроем больше, шире эту ситуацию и спросим, каковы ваши действия на данный момент. Но два старших аркана, который один из них говорит, не будет как прежде, а второй смотри вперед и будь готов к неожиданностям, где-то так тебе нужно пройти. Может быть, ради какой-то любви или ради вашего дома, ради воссоединения семьи. Но давайте конкретно, какие ваши действия сейчас, в данный момент. По справедливости ты не должен нарушать закон. Для кого-то из вас, знаете, если прежде были какие-то, как по закону, регламент, к примеру, мы могли распланировать дело, решить его в течение месяца. А вот этот самый регламент, он предусматривает, что это 2-3 месяца нужно, поэтому придется пройти. Для кого-то из вас согласовать документы придется, пересмотреть контракты или какие-то соглашения, произвести еще какие-то юридические процедуры или, может быть, как
необходимые процедуры, ну, по части социума. Тут у каждого по-своему. Может быть, у кого-то и слушание в суде, но ты должен что-то завершить. И мы тут этот вопрос не можем изменить или ускорить. Могут быть и еще какие-то, допустим, вы пошли к чиновникам, и еще какие-то могут быть сюрпризы. На этом, возможно, не закончится. Поэтому держи руку на пульсе. Будь абсолютно хладнокровен, когда ты идешь в какие-то инстанции, и если тебе говорят, вот по порядку ты должен сделать 1, 2, 3, какие-то определенные шаги. И, мои дорогие, вам нужно просто беспристрастно сделать первый, второй, третий шаг. Или то, как вам говорят. Потому что, когда выпадает, это всегда карта причины и следствия. Когда она выпадает, мы не идем против закона, мы не идем против системы иерархии. Нам именно нужно что-то согласовать, чтобы не было каких-то минусов потом для нас с законом. Не было каких-то сюрпризов, мои дорогие, поэтому поступай по закону, вот так говорит карта. Если ты не знаешь, как в отношении тебя работает закон, может быть, куда-то отправляясь, ты должен узнать, как в той местности, куда намереваешься приехать, какие действуют законы там. Заручиться поддержкой адвокатов или юристов для кого-то, и об этом нам говорит карта. И не делай ничего такого, как, знаете, не пытайся манипулировать, например, потому что тайное станет явным. Ты не можешь что-то просчитать. И где-то искренность и честность с твоей стороны будет твоей сильной позицией. И принятие тех обстоятельств, которые есть на данный момент. Вот на сей момент как будто так. Смотрите, как здорово, правда? Дела семейные, дела любви, дела отношений или пара. 4 жезлов, праздник после победы. У вас уже на кону что-то получается, кто загадал первый вариант. Но, может быть, в 50-й раз поменялись эти самые обстоятельства или какие-то задержки, и вас это выбивает из колеи, и вам кажется, какое-то действие не состоится. А тут как будто не просто победа у вас уже на пороге, а еще и праздник. И 4 жезлов, это всегда нам говорят о том, что это еще будет, ко всему прочему, какая-то ваша уверенная позиция, мои дорогие. Повод оптимистом быть определенно есть. И следует, наверное, вот сама по себе карта колесницы, которая вверху расположена, она как раз и говорит, ведь у тебя все кончится хорошо. Какое-то твое дело завершится более чем положительно. Но ты, конечно, можешь еще сомневаться. Давайте я достану ваши действия теперь. Ну вот что вам и мешает. 8 мечей. Это когда мы смотрим вглубь себя. Нам девушка показана, которая не видит, что происходит вокруг. Но то, что изображено на карте, это то, что она представляет. Это глубокая философия на мелком месте. Это наши сомнения. Будьте аккуратны. Иногда, когда выпадает 8 мечей, мы словно свои негативные мысли можем трансформировать в реальность. Мы сами себе, грубо говоря, можем наколдовать того, чего не надо, правда? Мысли материально, поэтому помните об этом. Не создавайте себе вот таких барьеров в виде 8 мечей, которых, по сути дела, нет, но кажется, что они есть. Вот нам кажется, вам не должно ничего казаться. Будьте реалистом по этой карте, и тогда у вас не будет каких-то пробелов, может быть, или того, что вы не сумеете, не успеете подметить. И тогда не будет вот этого самокопания, которое отнюдь не способствует уверенности. Посмотрите, как по центру нам показывают карты. Вы как будто видите немножко искаженно по первому варианту ту реальность, которая есть на самом деле. Вы часто уходите в себя или анализируете, исходя из того, что было с вами в прошлом. И я могу с уверенностью сказать, кто загадал первый вариант, скорее, у вас была не единожды в вашей жизни какая-то патовая ситуация, когда отношения, если вопрос касается, вы не доверяете людям. Но даже если мы говорим про финансы, какое-то взаимодействие с людьми, с партнерами, там по работе вопросы, вы тоже не доверяете. Но если мы не доверяем, даже где-то на нашем лице
все равно люди могут считывать нашу некоторую жесткость, нашу неприступность. Первое желание не контактов, а какой-то своей независимой позиции. Но это тоже отнюдь не способствует тому, что мы быстрее с кем-то договоримся. Хорошо, давайте мы теперь увидим, как будут развиваться события для вас. Хотя бы в ближайшем будущем. Ну вот мне даже нечего сказать. По первому варианту все карты, я больше не буду доставать карт, потому что тут все совершенно определено и ясно. Нам сказали о том, что как раз решится ваша ситуация. И вот, пожалуй, вот эти 3 карты, которые мы достали в самом начале, и они описали, что это мы сейчас можем так чувствовать. Да, и будь готов еще к каким-то нюансам, неожиданностям. Но любовь побеждает все. Или взаимодействие, правильное сотрудничество, взаимопонимание. И сама карта колесницы говорит, ты и дальше держи руку на пульсе. И самое главное, не оборачивайся назад. Тебе отсюда только вперед. И если вот вперед, это буквально с сегодняшнего времени. Да, поступать по законам. Я подытоживаю все то, что мы говорили. Но вы видите плоды труда своего, или вы видите результаты, может быть, ваших отношений, взаимодействий с людьми. Первый вариант – разрулится ваша ситуация. Ваша задача именно на взаимодействие, на контакты, на взаимопонимание и где-то аккуратное отношение с деньгами. Если с деньгами брешь какая-то буквально, вам кто-то придет на помощь, потому что 10 кубков – это благополучие. Благополучие в квадрате – это счастье, это радость. Поэтому и финансовый вопрос ваш тоже решится. Но, опять же, вам нужно быть более лояльным. Вот это ваша как сильная позиция в этом, понимаете? Хорошо, давайте пойдем дальше. И я сложу карты колоды Золоченого Таро. Перемешаем их. И пока я перемешиваю вторую колоду, мы тоже эти карты сложим. А вот, кстати, смотрите, по первому варианту на дне колоды снова 4 жезлов, праздник после победы. Это тот праздник, который мы разделим с друзьями, с нашими близкими. Может быть, и с вашим социумом, имеется в виду коллеги. Потому что 4 жезлов – это еще что-то, опять же, материальное именно. То, что воплощение в нашей жизни имеет реальное. Поэтому не сомневайтесь, как будто дважды карты вам обе колоды говорят, что да у тебя все получится. Не нагнетай какую-то обстановку, и все будет в порядке. Пройди вот по этому фарватеру, пройди, может быть, ну, хотелось бы тебе сделать как-то по-своему, или были какие-то планы прежде, а теперь планы изменились. Это не значит, что не получится что-то осуществить. Это лишь значит, что нужно быть более гибче. И там, где ты не прошел буквально широкой поступью, ты как-то просочишься бочком, это точно. Второй вариант. Семерка жезлов. И у нас наш герой показан на вершине арки, а арка это еще и на вершине горы. Есть такое значение в этой карте. Вы выше всех. У вас сейчас определенная сильная позиция, но приготовьтесь к тому, может быть, эта карта говорит, и уже сейчас. Это любой может быть вопрос, касающийся нашей жизни. В том числе это и материальный, потому что жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Для кого-то важно решить финансовый вопрос, для кого-то согласовать множество документов. И 7 жезлов. Называют иногда эту карту соревнования, но тут не совсем соревнования, потому что человек сам по себе изображен. Да, есть те, которые внизу находятся и пытаются достать нашего героя буквально, но у них это не получается. На всякий случай занес наш герой жезл, если придется, ну, где-то обороняться. Но как такового сопротивления нет, наш герой выше всех. У него та позиция, когда будет очень важно не включиться в те вопросы, которые важны другим. Вот и те, кто по второму варианту, на вас могут давлеть именно люди. Больше люди, чем обстоятельства. Это кому-то нужно что-то решить в том варианте или в том контексте, как хочет человек. И ваша задача именно сохранять свою независимость. И перед тем, как на что-то согласиться, принять какие-то обязательства, нужно очень крепко подумать.
Давайте мы раскроем, как карты видят, что же это по второму варианту. Сама по себе мелкая карта. Она не говорит, что это что-то более глобальное. Но здесь мы больше себя сохраняем, даже сохраняем внутреннюю какую-то гармонию, душевный покой, чтобы не было разлада. Ну и самое главное, с места в карьер не сорваться. Или не сорваться буквально эмоционально. Потому что наш человек один. И вы сейчас можете себя чувствовать и один или одна. Мне не на кого опереться. А вокруг словно вот те, которые как-то желают свое какое-то дело продвинуть или что-то обустроить. Так, что же это нам за ситуация, пишут карты? Вообще карта праздника. Сама по себе приятных эмоций, встреч, праздника. У кого-то это может быть иногда любовный треугольник. Давайте посмотрим, что еще скажут. Нет информации какой-то. Еще тройка. Это карта обучения, сдачи жизненного экзамена. Третья карта, которая, опять же, достаточно мелкая сама по себе. И это та ситуация, которая целиком и полностью будет зависеть от вас. Если по первому варианту, к примеру, мы говорили, у вас сразу два старших аркана, и это обстоятельства, то здесь либо вы себе надумали, либо, может быть, ну, какие-то контакты вы не совсем, как отношения, да, в правильном ключе, в каком-то фарватере направили. И создали могли, кстати, сами. К примеру, у кого-то это будет, когда с кем-то вы были риски, пытались кому-то что-то, ну, как свое мнение высказать. Может быть, ваше мнение и правильно, но человек мог воспринять это в штыки. И так или иначе создалась ситуация вот этой турбулентности, когда был спор. Или какое-то соревнование, буквально так. С другой стороны, это может быть и тот момент, когда вы, наоборот, кому-то помогали много. Причем так много, что люди успели привыкнуть. А почему бы, если прежде была помощь, почему она вдруг должна исчезнуть? И это сложно. Как сложно вам отказать кому-то, так и вы понимаете, вы столкнетесь с каким-то шквалом негатива в вашу сторону, в ваш адрес, потому что куда иссякла поддержка. Вот к этому тоже надо быть готовы. Тут вот именно ваше какое-то участие, второй вариант. И если нет, то, ну, значит, либо вариант не тот, либо, ну, давайте раскроем еще. И следующие карты нам же говорят, посмотрите, вроде был праздник, вроде бы все хорошо по ситуации. И праздник как бы продолжается, он не отменяется. Но здесь взаимодействие именно либо с вашими близкими, может быть, с родственниками, с вашими друзьями, или это коллеги, ну вот самое ближайшее ваше окружение. И если мы говорим тройка пентаклей, это когда мы переходим на другой уровень. У кого-то это могло быть связано с обучением, но все же мы рассматриваем сложный выход. И по этой карте мы учимся. По этой карте мы должны добавить себе обязательно конкретно знаний, чтобы словно переступить какой-то жизненный порог. И у вас задача по второму варианту научиться как-то по-другому, в другом ключе отстраивать отношения с людьми. Вот я вижу так. В этом проблема. Либо потому что кто-то был резок, либо кто-то из вас оказывал какую-то всяческую поддержку, помощь, а теперь вам самим нужна помощь. И вы понимаете, мне сложно отказать. Увы, кажется, в чем проблема? А ведь на самом деле это сделать очень сложно. Давайте посмотрим, как карты видят еще. Дополнят нам. Но это все то, что я уже где-то говорила, дела семейные. И, в принципе, это не проблема. Вы могли думать, что у вас что-то не получится, кто загадал второй вариант. Хотя могу допустить по десятке кубков, может быть, вам и готовы прийти на помощь. Но все же я вижу, что это какая-то многозадачность по семерке жезлов, всегда об этом. Или склоняюсь к тому, что это ваша поддержка, лично вас, какой-то группы людей, которым сейчас может быть и праздник, все хорошо. Вообще нет ничего плохого, нам показывает. И десятка кубков – это карта даже благополучия. И снова карта обучения, принцесса Пентаклей. Вам действительно вот был праздник, обратите внимание. Потом идет как карта обучения или сдачи экзаменов. Десятка кубков. Экзамен имеется в виду даже жизненный. Десятка кубков. Опять же, социум, семья, наше благополучие, наша
где-то и радость, наш теплый уютный дом, место нашего пребывания. И опять же какая-то учеба нам показывает. Принцесса Пентаклей, она учится идти вперед, вот чему она учится. Денежку маленькую она несет в одной руке, а посмотрите, колосья, пучок колосьев, это опыт, она подняла еще выше. Умело пройти опять же по какому-то вашему жизненному пути, приобретая, как и новые какие-то навыки. Всегда по делам, чаще по работе нам показывают. Но, может быть, это касается и общения. Или вы строите свое благополучие заново, находясь в другой обстановке, среди других людей, у которых другие традиции. Может быть, они и говорят на другом языке. А для вас нужно как-то, вы с семьей, допустим, куда-то переместились, или вам нужно просто отстроить даже в новом месте, где вы находитесь, ну, тоже как-то определиться со своими близкими. Или какая-то история по работе, которая тоже была связана с переменами какими-то. Есть ваш опыт, мои дорогие. Его следует как бы учитывать, безусловно. Он вам помогает. Но еще тысяча каких-то неопределенностей, которые вам следует пройти. И мы чего-то не можем изменить. Потому что мы не можем изменить мнение людей, мы не сможем изменить их поведение. Поэтому нам и показывает принцесса Пентаклей. Ты идешь неспешно, шаг за шагом, и подмечаешь внимательно все то, что происходит вокруг тебя. У вас сильная позиция, но эта сила, она вами не должна быть демонстрирована. Будь то, как мы сказали, когда вы настаиваете на своем, или с кем-то риски. Нет, тут со всеми как минимум нейтралитет. Или для того, чтобы выйти из создавшегося положения, когда вы действительно кому-то помогали, и вам вот теперь нужно кому-то отказать. Тогда это тоже нужно сделать как-то красиво, элегантно, не как мокрое полотенце. Вам самим сейчас и нужны деньги. Посмотрите, 2 пентаклевые карты. Вам пригождается какой-то ваш опыт и ваша задача еще наперед, ну, какой-то путь пройти в одиночку. Себя нельзя обесточить. Давайте узнаем, как будет развиваться ситуация. Будет какой-то либо стопор, будет ли и какая-то задержка. И, кстати, по этой карте нам, если мы говорим про помощь, опять же, вот этот аркан, точнее, или эта карта, часто и говорит о том, что мы себя загнали в какой-то тупик, в какое-то подвешенное состояние, и теперь не знаем, как из него выйти. А загнали потому, что как-то мы неправильно поступили. Может быть, и поступили, мы не говорим сейчас о мотивах, может быть, вы поступили как раз от чистого сердца, но теперь сами оказались в тупике. И этот тупик быстро не пройдет. Вот этот путь где-то постепенно или шаг за шагом вы будете преодолевать. И действовать придется совершенно иначе. И для вас не должно быть в последующем какого-то тупика. Давайте посмотрим, может быть, это еще и тот момент, когда вы сейчас чувствуете, что у вас конкретно патовая ситуация по деньгам. Давайте посмотрим, как нам еще раз эту выход из сложной ситуации, как потом. И обрисуют карты, и карты опять же. С одной стороны, мы можем трактовать королева кубков, это кто-то из ваших близких, мы уже об этом говорили. Или человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион. Но я бы сказала так, ожидание, мои дорогие. Неспешность. Принцесса Пентаклей, она тоже продвигается медленно, но мало что медленно, но есть еще и задержки, которые вам придется учитывать. Что же еще? Как будут развиваться события? Если вы, допустим, спрашивали о работе, снова пентакли выпадают, и, кстати, 8 пентаклей – одна из лучших карт в колоде на деньги на работу. Если вы ищете работу, я не могу сказать, что вы быстро ее найдете, увы, нет. И поэтому, может быть, нам говорят, что тебе будет очень важно иметь какой-то, ну, как свой личный, какой-то капитал. Я имею в виду любую сумму денег, которая тебе нужна для старта буквально. Или заначка, грубо говоря. Или тебе придется взаимодействовать с тем, что у тебя есть.
Поэтому и будь аккуратен. Может быть, поэтому нам семерка жезлов говорит: займи немножко обособленную позицию. Сам себя сейчас не включай ни в какие вопросы. Будет где-то пауза, прежде чем ты наберешь уже какой-то темп. Это карта профессионала. И вот этот пучок колосьев или тот опыт вы раскроете. Вы потенциал свой преувеличите. Вы можете, как и по работе, если кто-то загадывал ситуацию, вы можете получить должность, так и деньги могут идти в рост. Для кого-то из вас дополнительные виды заработка, они тоже могут быть очень перспективны. Но это не происходит быстро, это не происходит само по себе. И где-то заручиться поддержкой, если есть таковая, хотя все карты по одному посмотрите. Может быть, вы пока еще не видите, как будут развиваться события в дальнейшем. Но карты нам говорят о том, что надейся сам на себя. И когда меньше будет, самая главная мысль, чтобы вам никто не мешал, мои дорогие, по второй позиции. Чем больше будет каких-то персонажей вокруг вас, которые будут на вас давлеть, или, может быть, для кого-то это ваша помощь, но вы себя обнулите. Вы будете каждый раз возвращаться к чему-то и начинать свое дело как будто с нуля. И вы не можете свою жизнь прожить из нуля в рогожечку. Нам об этом говорят карты, поэтому и буквально, может быть, остановись. Тебе нужно самим собой или самой собой разобраться. Какое-то ожидание еще придется вам пройти, прежде чем вы добьетесь успеха, прежде чем дела буквально пойдут на подъем. И это говорят ожидания. Ожидания при том, что вы будете действовать, то есть вы будете что-то делать, работать, продолжать. Но быстрая история не поменяется. Давайте мы посмотрим, как будут развиваться события. В конечном итоге вы можете расставить все по местам. Это карта независимости, в первую очередь, королева мечей. Где-то прообраз Юдифи. И, как известно, уж отрезала, так отрезала. Поэтому и вошла в историю, потому что она первая могла взять ответственность, принять ее на самого себя, не надеясь ни на кого. Храните молчание, нам говорят по этой карте, потому что никто не знал, куда собирается отправиться в Юдифь, никто не ожидал от нее таких поступков, и поэтому ваша сила в молчании. Ваша сила в том, что вы не рассказываете свои планы. Вокруг вас много людей, это точно, вторая позиция, второй вариант. И есть взаимодействие, которое вас постоянно сбивает с ваших настроек. И более того, люди сбивать могут по-разному. Птиц много на карте, и это в первую очередь информация. И информация разрозненная. И причем такая, которая словно фейк. Обратите внимание, там птичка приблизилась к кошке. Ей кажется, кошка прекрасный зверь. Ну, такой милый, замечательный. Но мы с вами знаем, прыжок кошки молниеносен, а когти смертельно опасны. Поэтому не подвергайте себя риску, мои дорогие. Ваша независимая позиция и сила в молчании. Вы все равно в последующем, по второму варианту, станете перед выбором кому-то сказать «нет». Или все расставить по местам. Это как будет продолжаться ситуация. Давайте мы посмотрим, в чем же выход. В чем или к чему все в конечном итоге придет. Тут не будет что-то быстро, мои дорогие. Вам адаптироваться придется, именно быть гибким придется. Научиться думать за самого себя и говорить «нет» кому-то. Вторая позиция. Но дальше что? Если вы, допустим, вот видите, неизбежно, правда, какая-то ситуация, которая закончится, может быть, и с минусом кому-то, может не понравиться, что вы скажете «нет». Или вам может не понравиться, что кто-то не принял вашу позицию. Здесь может быть какой-то конфликт, и эта ситуация отнюдь не нова. Вы уже в ней были. Тройка мечей – это всегда разбитое сердце, и это было. Это тот жизненный опыт мы прошли. Может быть, поэтому нам говорит тройка пентаклей – жизненный экзамен. Ты словно уже однажды оступился, что-то подобное в вашей жизни было. И нашел снова эти грабли посреди широкого поля. И ты должен увидеть обстановку именно так, как она, вот то, что происходит. Основной опыт, как будто по второму варианту, вы должны для себя извлечь, что в первую очередь должны сохранять себя самое.
и надеяться где-то на себя. Как же потом? Здесь какая-то могла быть грустная история с императором. У кого-то это может быть личная жизнь и человек, который живет по своим правилам. Да, этот человек мог быть, к примеру, занимать высокий пост. Или тот человек, от которого вы на него словно надеялись, рассчитывали, было что-то обещано. Или вы вдвоем уже что-то планировали, но есть какое-то разочарование, поэтому, как минимум, либо у человека что-то меняется, и вам нужно быть к этому тоже готовым. Вот вторая, опять же, позиция. Словно жизнь нас учит смотреть немножко вперед и понимать, что если я себе не создам на завтра какой-то уверенный, как место пребывания или уверенного финансового положения, мне никто это не создаст. Более того, мне еще 1000 каких-то будет неопределенностей людей, ситуаций, когда будут стараться, чтобы я как-то немножко подвинулся или все равно кому-то помогал или с кем-то взаимодействовал. Вам сложно будет по второй ситуации находить общий язык с людьми в том плане, потому что вы настроились уже на какую-то одну волну. И жизненный экзамен именно и касается вот тех ошибок, когда вы можете чересчур кому-то доверять или чересчур надеяться, верить обещанному. А здесь именно в этом ваша слабая будет позиция. И все встанет на свои места. Может быть, у кого-то этот император имеется в виду согласование в высоких инстанциях или какая-то работа, которая предусматривает договоренности на высоком уровне. Это вам приходится договариваться тоже с каким-то человеком, было обещано одно, а обстоятельства как-то поменялись. Но давайте узнаем еще, как будут развиваться события. А никак. 5 жезлов – это информационный хаос. Любая 5 – недостаток. А здесь либо люди проходят, на которых мы не можем положиться, и ответственности потребовать. И пусть этот человек даже, он выглядит, кстати, как император, или, он даже в статусе в каком-то, но вы смотрите этого человека, к примеру, на личную жизнь или на какой-то конкретный вопрос. Некоторая детскость проходит по 5 жезлов, я всегда говорю, как в детстве. На ребенка ты не можешь положиться и потребовать ответственности. И даже если человек в каком-то зрелом возрасте, ведет себя как ребенок, вот этот момент он может пересекаться. Или много информации, когда тоже что-то не определено. Что же еще? Надеюсь, опять же, сам на себя. Вот смотрите, все то, что я говорила, видимо, какой-то стопор, пауза, какие-то выводы по второй ситуации вам придется сделать. И все карты крутятся вокруг одного и того же. Я говорила как и про работу, как и про ваше финансовое благополучие, про то, что мы надеемся на себя. И вот эти 2 карты вам выпали. Поэтому у кого финансовая ситуация, вы кардинально ее исправите. Я могу даже более сказать, если была какая-то личная история со знаком минус, кто-то может уйти в творчество или в дополнительные какие-то заработки, в изучение, обучение, процесс. Вы хотите что-то переделать кардинально. И ваша сила где-то в том, что вы знаете, мои дорогие, по второму варианту. Вы сильные люди. Вы умеете зарабатывать деньги в наше сложное время. У вас выпали самые лучшие карты на заработки, на деньги. Но нам опять же говорят, если мы про то, что вы какие-то обязательства себе могли установить или помощь. 6 пентаклей как раз в конце выпадает. Обратите внимание, руки тянутся. Как будто вот они ваши деньги. И вот она ваша помощь, и кто-то привык, и руки тянутся. И карта говорит, помни, рука дающего сегодня, завтра будет рукой просящего. Вы как-то по-другому должны пересмотреть от начала до конца свою стратегию, тактику по финансовым вопросам. У кого-то финансовая грамотность, буквально какой-то другой расчет, какая-то другая логика финансовая, денежная для вас точно по второму варианту должна поменяться, потому что словно деньги вы умеете заработать, вы умеете дом обустроить, вы умеете сказку сделать былью, праздник создать, но вы не умеете себя защищать финансово. И я по второму варианту вижу так. И именно это сейчас задача номер 1.
Именно из-за этого к вам обращаются, вас постоянно к нулю какому-то сводят, потому что все знают, что вы очень ресурсны, от вас всегда есть что взять. Или вы всегда можете кого-то поддержать, но вам после этой поддержки нужно восстановить силы, или после этой вашей помощи вам нужно с этого нуля тоже как-то выбраться. Вы, возможно, выбирались 1000, миллион раз, и у вас это каждый раз получалось. И вы для кого-то, знаете, как человек, который из нуля может создать богатство, или из нуля может создать уют или сказку. И люди абсолютно уверены, что а что тебе стоит? Тебе же это просто, это я так не могу, а у тебя получится. Поэтому берегите себя. Хочу сказать, кто загадал вариант номер 2. Складываю карты. И мы сейчас перейдем к варианту номер 3. Правда, так вот тоже бывает. Наша помощь, даже пусть это нашим близким, мы часто про себя забываем. А пространство, оно ведь для нас все равно какие-то сюрпризы готовит. И поэтому очень часто бывает достаточно разочаровывающий тот факт, когда мы остаемся с нулями какими-то, или когда мы нуждаемся в помощи, в поддержке. Тем не менее, мы в одиночестве пытаемся найти выход. И где те люди, которым мы помогали, они словно растворились, или они нам расскажут, что у них 1000 каких-то проблем, или 1000 своих каких-то не могу, поэтому вам нужно научиться говорить «нет», и вам сразу будет легче жить. Третий вариант. Что же нам расскажут? Королева кубков. Часто проходят как раз вопросы семьи или любящие люди, наши партнеры, супруги. У кого-то конкретный человек может быть, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак или скорпион. Давайте посмотрим, в чем же вопрос. Иногда эта карта говорит об ожидании. Опять же, нет как такового действия. Наблюдает больше. Королева кубков делает вывод, и все то, что ей наиболее дорого в этой карте, в этой колоде карт, она вот в этом кубке теплом, горячем таком, прижимает к своей груди. Остальная карта холодная. Может быть, для кого-то недостаток и взаимопонимания. Или какая-то лично-семейная ситуация. Давайте посмотрим, как нам расскажут, что нам расскажут карты. Это, кстати, карта сигнификация вашего настроения может быть. Потому что иногда, вот, когда мы гадаем, да, сигнификацию выбираем именно на личность, личные прогнозы, то часто королева кубков или, будем говорить, дама червей, как раз и в обычной колоде. Она и олицетворяет Каверента. Так вот, 4 кубков – разочарование, апатия какая-то. И причем возможности есть, но человек не видит, он смотрит в землю. Тут, правда, какое-то разочарование. Или, если мы говорим о паузе, аркан умеренности, есть какая-то проблема, выход, когда вы не видите. Дайте я еще достану. Тогда я раскрою значение карты умеренности. О, а вы знаете, вам тут надо надеяться более чем на самого себя, на саму себя. Посмотрите, карта Верховная Жрица. Это карта интуиции, это карта тайн и независимого положения. Какая-то ваша личная история. Ваш какой-то вопрос, он действительно сложен, и он не лежит в одной плоскости. У нас выпадает 3 аркана, которые могут вам сразу рассказать, вот есть апатия. Из-за чего? Из-за того, что, к примеру, вы могли какой-то упустить очень важный момент, когда вы могли изменить какую-то ситуацию, но вы этого не увидели. Карта нам может говорить также, что ты сейчас находишься в таких обстоятельствах, когда ты, опять же, не видишь этого кубка. И по аркану умеренности. Обратите внимание, у нас изображены лилии, ирис, как бы болотная лилия, прообраз, по крайней мере, флёр де лис или болотная лилия. И именно в этой колоде карт ангел нам показан. Хоть и часто говорят, переливание из пустого в порожнее, отнюдь нет. Соответствует исторический факт. Когда 860-е где-то года, я повторюсь, потому что кто пришел на канал впервые, явно не слышал,
Так вот, этот аркан был создан на основе исторического факта, когда в 860-е годы король династии мировингов Хлодвиг, Франция, франки, воюют с готами, и погибель была бы неминуема, поскольку он был зажат между рекой Рейн и войском готов. Но Хлодвиг был настоящий король, он умел, вот эта умеренность, это где-то хладнокровие, терпение, анализ и интеллект. Так вот, он умел взять себя в руки. Он прогуливался вдоль берега, и он хорошо знал, что вот этот болотный ирис, желтая лилия, которую сегодня мы знаем как флёр-де-лис или геральдическая лилия, которая это мощный символ, который используется совершенно в разных религиях мира. Так вот, символ остался. Хлодвиг, вот именно с этим историческим фактом это связано. Он знал, что болотный ирис растет на мелководье. И когда он увидел вдоль берега и то, что как бы уходит вглубь реки, эти цветы, он подумал, а не переправится ли мне с войском вброд. Что он и сделал? Сумасшедшая идея. То есть он сделал то, чего до него никто не делал. Или то, чего другие бы испугались. Он рискнул. Но эта подсказка еще к нему пришла, ее надо было увидеть. И вот вы, об этом нам карта может как раз и говорить, мои дорогие, по третьему варианту. Вы можете не видеть какую-то возможность. А ваша задача быть вот как этим Хлодвигом. И у нас сегодня уже сиреневый ирис, как будто, да, специально в этой колоде еще и цвета имеют значение. И вот этот пурпурный цвет – это знак божественного благословения. И на одном из древнегреческих, по-моему, наречий ирис означает еще и радугу. Почему вот радуга здесь тоже изображена? Очень много символики в этой колоде карт. Поэтому задача, если мы говорим, ты не видишь чего-то, возможностей, и твою какую-то личную, может быть, историю нужно сейчас решить именно каким-то совершенно альтернативным вариантом. И при этом, мои дорогие, вторая карта переходит. А это у нас прообраз не кого-нибудь, а Медуза Горгона. Медуза Горгона – это та, как известно, которая пострадала из-за своей наивности, из-за своей доверчивости. Это была прекрасная дева, если мы оглянемся в историю. И у нее было еще 3 сестры, которые впоследствии тоже превратились в горгон. Но это была прекрасная дева, и ее возлюбили, возжелали все боги. И возненавидела богиня Афина Паллада именно за красоту и за то, что она была краше всех. Бог морей, океанов Посейдон погнался за Медузой, хотел ею овладеть. И наивная Медуза думала, что если я укроюсь как раз в храме Афины Паллады, она не чувствовала вот эту зависть Афины, она не чувствовала эту злость, ненависть. Она, наоборот, думала, это богиня-воительница, она придет на помощь, она за ней заступится, а Посейдон не посмеет творить бесчинство в храме богини. Произошло все совсем наоборот. Она ворвалась в храм, ища убежища, а Посейдон ворвался за ней и овладел ею. А в результате Афина Паллада, пусть бы на Посейдона разозлилась, нет, она разозлилась на прекрасную Медузу и превращает ее в страшное чудовище. Кому интересно, можете посмотреть, прочитать на моем сайте. Кстати, во вкладке «Сообщество» есть ссылка на эту статью, о чем нас предупреждает этот аркан. И, кстати, голова Медузы вместе Трискель, есть еще существует такой очень мощный старинный символ. И как Гомер нам описывал, это происходит все на Сицилии. Так вот, по сей день на Сицилии голова Медузы в центре 3 бегущих ног. Это мощный символ защиты в первую очередь. Защиты от неправды или защиты, когда нас обижают, защиты от какого-то противодействия, мои дорогие. Древние воины тоже использовали это как в виде защиты, именно этот символ, голову Медузы Горгоны. Так вот, вам нельзя быть наивными, вам нельзя надеяться на кого-то. И наша принцесса мечей, посмотрите, наготове меч. Она больше не хочет повторить какой-то прежний опыт. И дальше, как развиваются события. Верховная жрица. И Верховная жрица прежде это была Ля Папесса карта. Первые колоды карт Таро это были Италия.
И так и называлась, мы теперь ее знаем, верховная жрица Ля-Папеса. Это много веков тому назад был такой факт, тоже исторический, который скрывается, но тем не менее существуют некоторые письменные подтверждения, хотя наиболее в большем количестве, точнее, всякие фейки и самые разные даже фильмы сняты, но это все популяризация идет этого момента, но тем не менее, наверное, самое правдивое осталось на картах Таро, просто Ля-Папеса. Так вот, в лоне католической церкви во главе ее была женщина. Она скрывала под женским платьем свое женское обличие. И тем не менее, она была папой Ля-Папеса. Я не углубляюсь. Кому интересно, я думаю, вы все равно найдете где-то. У меня на сайте нет, я ничего подобного не писала. Вот, но найдете информацию. Но мы говорим о том, что вы что-то должны скрывать. Вы себе не должны навредить. Та, которая все знает, верховная жрица, слушай интуицию. И где-то в твоей молчаливости, или если мы вспомним о Хлодвиге, он ведь тоже никому ничего не афишировал. Он был очень сложной ситуации, когда он должен был и сам спасаться, и еще кого-то спасать. Поэтому храните молчание, слушайте подсказки шестого чувства, и тогда вы найдете как и правильное решение, так и правильный выход. Вам придется себя сохранять, увидеть вот именно или решиться на какой-то альтернативный вариант. Тут именно какого-то личного, ваша личная история, или она касается вашего личного дела. Может быть, это касается где-то работы. У кого-то и переезд может быть, у вас два старших аркана. Так и еще обстановка может быть, когда вы находитесь в новой местности. Здесь не о риске, здесь именно все три карты о самосохранении. Я подробно по арканам расписала, потому что лучше, чем значение карт, никогда не передашь своими словами. Итак, как будет развиваться ситуация? Выход. Какой выход? Видят карты. Третий вариант. Давайте будем узнавать, мои дорогие. Королева жезлов. Сильная позиция, но королеву жезлов жизнь ставила на колени не раз, поэтому у нее есть сильная позиция. Ее жизнь научила хранить молчание. Она умеет работать с информацией, и она умеет правильно распоряжаться деньгами. Она очень притягательна. Вот и вы, мои дорогие, кто смотрит третий вариант. Вы для людей словно магнит. Но вот этот магнит не должен быть в минус для вас. Поэтому правильно анализируйте те новости, что вы слышите, или то, что вам предлагают. Вы не должны буквально с собой рисковать. Вы, может быть, уже какой-то, как нам сказали, подниматься с колен. Уже была какая-то грустная история в вашей жизни, и, возможно, вам были какие-то сделаны ошибки. Или вы находитесь сейчас в новой местности, в новых каких-то обстоятельствах. И не подвергать себя дважды, трижды риску – это ваша задача. Или отстроить свое благополучие вообще в каком-то новом контексте, может быть и так. И никому мы не рассказываем, что мы собираемся делать. Десятка мечей. И не оглядывайся назад. Если ты будешь пробовать поступить, как ты поступал прежде, у тебя ничего не получится. А вверху у нас как раз старший аркан умеренности, все то, что я сказала. Как будут разворачиваться события. А тебе вот надо создать какую-то вот такую, как король Пентаклей, новую для себя реальность. Он ведь великий консерватор, но консерватизм для него играет в плюс в тех моментах сложных или обстоятельствах, когда мы отстраиваем свое благополучие, да, может быть, даже и с нуля где-то, но это такое благополучие или это тот успех, который не заберет никто. Для кого-то из вас это взаимодействие с вашим близким человеком тоже может быть. Но все равно король Пентаклей тот, кто надеется на себя. В первую очередь я, и во вторую очередь я. И, понятно, есть какое-то взаимодействие, но вверху у нас выпадает принцесса мечей. На самосохранение, опять же, и сохранение собственных достижений и конкретно финансов должны быть направлены ваши действия. Вы будете стоять перед каким-то выбором. Ситуация не будет, как знаете, вы решили какой-то вопрос, и на этом все закончилось. Нет. Вы что-то проанализируете. В какой-то период вы будете взаимодействовать с людьми и
найти, пытаться найти какую-то траекторию, потому что сейчас вы по третьему варианту словно в подвешенном состоянии. Ни да, ни нет. И непонятно. И вот эти все три аркана, о которых я говорила, что-то подобное может проигрываться в вашей жизни, когда и молчание помогает, самосохранение помогает, и какой-то не прежний способ, а совершенно альтернативный действовать или взаимодействовать с людьми. И ваше вот это благополучие вами должно быть отстроено. Пусть в каком-то минимуме или какую-то стабильность, какой-то островок безопасности, мои дорогие, вы просто должны создать. Потому что после этого опять что-то меняется. У вас выпадает, только что заметила, что плохо видно карты, извините, не входят в объектив. Так вот, двойка жезлов о чем нам говорит? Опять какой-то выбор. Тебе придется, может быть, с одной стороны, где-то и вашим, и нашим, но с другой позиции, если мы рассмотрим, ведь это выбор. Дорога как будто нам показана одна, да, она подсвечена светом вот этим солнечным, но есть и вторая. Так вот, что мы увидим? То, что нам подсвечено, там как будто дороги даже нет. А есть какая-то тропинка, куда мы пойдем. Поэтому перед выбором каким-то вы все равно окажетесь. Как будут в дальнейшем еще развиваться события. Второй вариант. Восьмерка жезлов – это скорости карта. Это когда очень быстро приходят новости, и мы должны на них отреагировать молниеносно. Мы что-то не можем оставить на потом. Может быть, это вот как вроде как кажется, уже какую-то твердыню или в какой-то ситуации я уже определился или определилась. Что-то мне ясно, и вдруг опять что-либо меняется, и тогда этот выбор придется делать очень быстро. Мы по восьмерке жезлов набираем как и темп, нам об этом будет говорить карта, так и, может быть, придется куда-то совершить поездку, разобраться в конкретной местности по какому-то вопросу. И с другой стороны, мы не можем что-то отложить на потом, как будут еще развиваться события. Запомните, ваша сила, у вас не должно быть противоречий с законом. Ваша сила в том, что вы лояльны в принципе. Что у вас, как вот у этого короля Пентаклей, нет какой-то такой, знаете, скользкой позиции из прошлого. Вам как будто что-то вот разобраться нужно. Или вас ничто не удерживает, когда все же это аркан справедливость, причина и следствие. И по нему говорят, что если ты прежде поступил хорошо, то к тебе вот это хорошо, пусть руками или через помощь других людей, не тем, кому ты помогал, оно возвращается. Но если ты сделал что-то не очень хорошо, ты можешь стать перед каким-то вопросом, который ты должен решать в одиночку. Конечно, может быть, кто-то будет оформлять конкретно документы или решать вопросы в суде. И мы не идем против закона. Это тоже придется учитывать. Сделать что-то по регламенту и порядку. И вот снова вам выпадает четверка кубков. И как будто какая-то история будет повторена заново. Третий вариант. Не могу сказать, что простой вариант. Но, видимо, приготовьтесь к тому, что придется какой-то путь не просто пройти в одиночку, но прежде чем вы достигнете вот этой арканы, вот этого императрицы, и, кстати, императрица тоже надеется сама на себя. Какой-то сложный путь с решением самых непростых вопросов, у каждого по-своему. Основные карты у нас будут в этом варианте, мои дорогие, кто смотрит, именно вот эти три я подробно описала, потому что дальше заново снова что-то повторяется. Ваша задача не оглядываться назад и быть готовым к любым неожиданностям. Жизнь свою обустроить более правильно, как-то по-новому организовать. Найти, может быть, еще вам предстоит свой близкий какой-то круг, у кого-то окружение будет меняться. Еще вокруг будут, как и новости, приходить, какие-то, которых вы не ждете. Так и, может быть, придется куда-то быстро подпоясаться, собраться и поехал. У кого-то и так. И на этом опять же что-то не заканчивается, потому что есть вопросы, которые вам придется решать
может быть, по части документов оформлять. И дальше у нас 4 кубков, как будто история может, ну если не повториться, то вот этот опыт, который вы проходите теперь, он вам точно пригодится, потому что ваше остальное направление, карта императрицы, это символ нового «я». Вот как по судьбе вам пройти какие-то в несколько этапов вот такие непростые обстоятельства, мои дорогие, по 3-му варианту. Безусловно, вы достигнете статуса. Кто-то, может быть, женится, выйдет замуж, обретет жилье совершенно в другом даже месте, чем он предполагал. И по времени я не могу даже разложить 3-й вариант. Это не в 1 месяц, нет. Я бы сказала, ну, наверное, как минимум, пока у нас выпадает, кстати, карта императрица, и у нас Уран в Тельце где-то до мая 2026 года. Я делаю расклад в окончании августа и с 1 сентября 2024 года, в зависимости от того, когда вы его будете смотреть. И со 2 сентября у нас Уран будет в ретро-движении, возвращая какие-то вопросы. Мы с чем-то будем определяться. Вот это ретро-движение именно в Тельце, это все благополучие, это где-то перекликается с арканом императрицы. Мы будем что-то обустраивать, переделывать, организовывать. Какое-то дело, которое было начато прежде, должно быть доведено до ума. И вот этот ретро-уран пробудет в Тельце до окончания января 2025. И с февраля 25 до мая 26, больше чем год. Это будет снова прямое движение Урана. И вот как вот 3-я ситуация по времени может быть такой продолжительностью. Приготовиться к переменам. Но какая-то ситуация уже лучше теперь. Мои дорогие, я тоже загадала 3-й вариант. У каждого, я понимаю, свое. Но, увы, что-то быстро не закончится. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.